Я всегда думал, что наша история – это прочный фундамент, что мы, восточные славяне, русские, украинцы, белорусы, вышли из одного корня, из Древней Руси. Но оказалось, что почти все, что мы знаем о нашем начале, стоит на одном единственном тексте. И этот текст, возможно, не столько история, сколько великая легенда. Традиционно считается, что именно восточные славяне стали ядром древнерусского государства. Это удобная и понятная картина, но вся она нарисована, по сути, одним источником – повестью временных лет. Я представлял себе, что это был честный труд летописца, который просто записывал события. Однако, когда я начал разбираться, я понял – повесть – это не оригинал. Это скорее сборник лучших хитов, составленных в XII веке из более древних, не дошедших до нас летописных сводов. Следовательно, мы читаем не первоисточник, а чью-то редакцию. Самое поразительное – это дата. Я привык доверять датам в учебниках, но выяснилось, что большинство дат до середины XI века были проставлены задним числом, а самые древние записи – это и вовсе переработанные устные предания, легенды. Я оказался в тупике. Если наш главный источник – легенда, то как вообще можно говорить о прошлом? Чтобы выбраться, мне пришлось сломать старые рамки и найти новый подход. И я нашел его в словах историка Игоря Данилевского. Первое. Ни одно временное государство не прямой наследник древних. Это сложная конструкция, а не прямое кровное родство. Второе. У современных народов нет единого предка. Все мы результат смешания разных племен и культур, словно реки, слившиеся в одно большое русло. Третье и четвертое, самое важное. Ни одна культура не имеет единого истока. А сами современные народы, украинцы, русские, начали формироваться очень поздно, не раньше конца 15 века. До этого наши предки просто не мыслили такими категориями. Эти 4 правила изменили все. Поэтому я понял, что искать древних украинцев или древних русских в X веке бессмысленно. Но может нам помогут другие науки? Археология или лингвистика? Я тоже на это надеялся. Однако и тут тупик. Археологи находят древние культуры, но не могут сказать, на каком языке говорили их носители. Лингвисты восстанавливают древние языковые связи, но не могут точно привязать их к карте и времени. А главное, их данные почти никогда не совпадают друг с другом. И поэтому я стою перед руинами простого и ясного мифа. Оказывается, самый ранний период нашей истории – это не четкая хроника, а скорее эпос. Великое повествование, созданное спустя сотни лет, чтобы объяснить самим себе, откуда есть пошла русская земля. Это красивая, важно, но все-таки легенда. Я всегда представлял себе Древнюю Русь как аккуратную карту из школьного учебника. Вот здесь, у Киева, живут поляне, в лесах древляне, севернее Дреговичи. Все четко, понятно и на своих местах. Но что, если я скажу вам, что эта карта всего лишь красивая легенда? Я открываю повесть временных лет, и летописец раскладывает все по полочкам. Славяне пришли, сели по Днепру и назвались полянами. Другие ушли в леса, стали древлянами. Третьи сели у речки Полоты, и вот вам палачань. Эта история настолько въелась в наше сознание, что стала почти аксиомой. Некоторые историки до сих пор рисуют прямые линии от полян и древлян к будущим украинцам, от кривичей к белорусам и русским. Но здесь начинается проблема. Я читаю работы серьезных ученых, например, Петра Толочка, и он говорит: стоп. Попытка нарисовать этническую карту накануне образования Руси – это фантазия. Ни одно из этих племен не вписывается в границы будущих народов. Более того, на этих землях жили не только славяне, но и ираноязычные, и тюркоязычные племена, и балты, и финны. Картина была куда сложнее, чем поляне тут, древляне там. И вот мой второй лучший аргумент. Сами летописи. Источник крайне сомнительный. Информация о племенах была записана спустя столетия после того, как они исчезли из хроник. Последний раз поляне упоминают в 944 году, а древлян в 979. А повесть временных лет создавалась в начале XII века. Это как сегодня пытаться по памяти восстановить события времен Наполеона, опираясь на устные предания прапрадедов. Это уже не история, это фольклор. А рассказы о нравах? Летописец Монах пишет, что поляне кроткие и тихие, у них правильные браки. А вот их соседи-древляне, родимичи, вятичи, живут звериным образом, убивают друг друга, едят всякую гадость, и жен у них по несколько. Раньше я думал, что это реальное этнографическое описание. Но теперь я понимаю, это не описание,
а противопоставление. Это проповедь. Мы, христиане, живущие по единому закону, они, язычники, живущие по закону отцов своих, то есть беззаконно. Хорошо, если тексту верить нельзя. Может, археология нам поможет? Ведь это твердая наука. Копаем землю, находим горшки, украшения, останки, и вот она правда. Археологи выделяют так называемую культуру. Например, Корчаковскую, Пеньковскую, Лукарейковецкую. Проще говоря, они пытаются определить племя по уникальному почерку в вещах, как мы узнаем бренд по логотипу. И тут все рушится окончательно. Ареалы этих археологических культур совершенно не совпадают с летописными границами племен. На древлянской земле находят древовические вещи. На землях волынян следы сразу двух разных культур. У северян вообще трех. Это как если бы на территории Германии находили вперемешку французские, итальянские и польские артефакты X века. Карта трещит по швам. Попытки найти что-то уникальное для одного племени приводят к абсурду. Возьмем полян. Один ученый говорил, что для них характерно сожжение труп. Другой, наоборот, захоронение в ямах. Третий, Валентин Седов, выдвинул гипотезу. Уникальный признак полян – глиняная подмазка под погребальным костром. Но и тут, добавляет он, курганных захоронений в VI-VIII веков на территории полян вообще нет. Их хоронили как-то иначе. Но как, неизвестно. Могильников не нашли. Я пытаюсь это осмыслить. Как можно выделить племя по уникальной детали в погребениях, если самих погребений этого типа нет? Это же логический тупик. Получается, у нас нет ни четких текстовых, ни надежных археологических маркеров, чтобы очертить границы этих племен. Все смешано, размыто и неподвижно. Поэтому я прихожу к выводу, который полностью меняет мой взгляд на Древнюю Русь. Летописные племена – это не готовые этносы, это не нации в миниатюре. Это, скорее всего, условные названия для очень пестрых и нестабильных союзов, которые постоянно менялись. А та ясная и простая карта, с которой я начал, не отражение реальности, а попытка летописца XII века навести порядок в далеком легендарном прошлом. Настоящая история была куда более живой и хаотичной, и, если честно, куда более интересной. Я всегда думал, что древние летописи – это что-то вроде бортового журнала истории. Сухой перечень событий. Кто родился, кто на ком женился, кто с кем воевал. Открыл, прочитал, узнал, как было на самом деле. Но я ошибался, глубоко ошибался. Когда я вчитываюсь в самые первые предания, я не вижу простого пересказа событий. Я вижу отбор, тщательную селекцию. Летописец не записывал все, что помнили люди. Он выбирал только то, что работало на одну, главную идею. Он не отвечал на вопрос, что случилось. Он отвечал на вопрос, как и почему Бог избрал именно нашу землю в конце времен. И это все меняет. Я, как современный человек, хочу от него факт. Когда именно основали Киев? Как зародилось государство? Какие были первые законы? Но это ему не интересно совершенно. Его волновало другое. Почему именно Киев стал центром? Как история города доказывает божественное предначертание? Он не историк в нашем понимании. Он теолог. Он не ищет факты, он ищет знаки. И вот ключ к его методу. Библейские цитаты. Раньше я думал, что это просто церковная риторика. Такой средневековый писательский этикет, который нужно счистить, чтобы добраться до сути. Но теперь я понимаю, это и есть суть. Это не украшение. Это главный инструмент. Смысловой фильтр. Летописец пропускает каждое событие, основание города, поход князя, рождение наследника через призму священного писания. Он не просто рассказывал историю, он ее кодировал. Он брал народное предание, возможно, даже языческое, и вплетал его в библейский контекст, придавая ему совершенно новый, христианский смысл. Это не попытка обмануть. Для него это был единственный способ показать истинную реальность, божественный замысел, скрытый за хаосом мирских дел. Каждая цитата из Библии – это не сноска, а ключ к шифру. И когда я смотрю на летопись под этим углом, все становится на свои места. Это не сборник неточных фактов и легенд. Это грандиозный эпос, цельное продуманное произведение, созданное с одной целью – доказать, что у этой земли, у этого народа есть великая миссия. Это не хроника прошлого, это манифест, устремленный в будущее. И поняв это, я начинаю видеть в старых текстах не просто историю, а историю смыслов, которая до сих пор влияет на то, как мы видим самих себя.
Есть одна история в повести временных лет, которую я всегда воспринимал как красивую сказку. Апостол Андрей, ученик самого Христа, путешествует по диким землям будущей Руси. Он плывет вверх по Днепру, видит холмы и произносит пророчество. «Видите ли горы сия? На сих горах воссиять благодать Божья, и мать грать велик быти». Так он предсказал появление Киева. Красиво, правда? Почти открыто. Но однажды я решил перечитать этот отрывок буквально с лупой и наткнулся на странность, которая не давала мне покоя. В этом коротком тексте, всего на 100 слов, летописец 7 раз использует слово «гора». 7 раз. Я полез в статистику. Во всей огромной летописи это слово встречается всего 56 раз, и почти половина из них именно про Киев. Это не могло быть случайностью. Это был сигнал, это был шифр. Я начал копать. Почему именно горы? Для летописца это не просто рельеф, это сакральное понятие. Я подумал о главном духовном центре Руси, Киево-Печерском монастыре. Где он находится? На Днепровских холмах, в пещерах. Само его основание символично. Монах Иларион, выкапывая пещеру на высоком крутом берегу, который в древнерусском языке тоже мог означать холм, гора. Гора и пещера – это уже знакомый библейский мотив. Место погребения патриарха, место уединения и молитвы. Но настоящий ключ я нашел в Библии, в книге пророка Иезекииля. Я читаю, и у меня по спине бегут мурашки. Господь обещает собрать свой избранный народ на горах Израиля, где они станут единым народом под властью одного царя. Так они очистятся от идолов и станут народом Божьим. Пророчество Иезекииля – это обоснование Иерусалима. Тут все сложилось. Летописец не просто пересказывает легенду, он пишет богословский манифест. Рассказ об апостоле Андрее на Днепровских горах – это прямая отсылка к пророчеству об основании Иерусалима на горах Израилевых. Это декларация. Киев – это новый Иерусалим, новый духовный центр всего христианского мира. Та самая избранная Богом земля, о которой он говорил с самого начала. И вот, казалось бы, простая милая легенда о путешествии святого превращается в мощнейшее геополитическое и духовное заявление. Это не просто предсказание о великом городе. Это заявка на то, что именно здесь, на этих горах, отныне находится центр мира. И каждая деталь в этой истории, каждое повторение слова «гора» — это не ошибка, а тщательно выверенный мазок в грандиозной картине. Есть истории, которые мы впитываем с детства. Легенда об основании Киева. 3 брата – Кий, Щек и Хариф, и их сестра Лыбедь. Принято считать, что это были поляне, восточные славяне. Легендарный Кий даже приобретает черты реальной исторической фигуры. Славянский князь, родоначальник династии, который принимал с великой честью сам императора Византии. Кажется, все просто и понятно. Но я погрузился в этот текст и понял – это не история, это шифрограмма. Моя первая зацепка – слово, которое летописец повторяет как мантру – гора. Сидящий Кий на горе, а Щек, сидящая на горе, а Хариф на 3-й горе. Для древнего человека гора – это не просто ландшафт, это вертикаль, ось мира, место, где земля встречается с небом. Называя киевские холмы горами, летописец сразу помещает будущий город в центр сакральной географии всего мира. И здесь первый ключ к шифру. Имя одного из братьев – Хариф. Это прямое совпадение с библейской горой Хариф. Другое ее название – Синай. Место, где Моисей получил от Бога каменные скрижали, закон. Летописец вшивает в плоть легенды отсылку к главному событию ветхозаветной истории. Он как бы говорит, в основании этого города лежит же тот же божественный закон. Это был шаг в построении идеи Киева как нового Иерусалима. Принадлежность Кия, Щека и Харифа к местной полянской знати считается почти доказанной. Но сомнения вселяют их странные для славян имена. Я решил проверить их. Кий. Его имя проще всего объяснить по-славянски. Кий. Это палец. Молот. Более того, в украинском фольклоре есть легенда о кузнеце, который победил змея и проложил плугом русло Днепра. Кий – кузнец. Мощный, героический образ. Но с его братьями все сложнее. Более или менее приемлемой славянской основой для имени Щека и Харифа найдено не было. Лучшей параллелью для Щека, пожалуй, было литовское название жреца Крив. Зато есть другие версии. Имя Щек, как считают некоторые ученые, может происходить от тюркского чекан – боевой топор, а имя сестры Лыбедь – поразительно, но она может быть связана с именем Леведия.
Так звали вождя древних венгров. Были ли братья в исходной легенде? Ответ, видимо, кроется в древней армянской истории Тароны. Там есть легенда о братьях Куаре, Мельтее и Хориане. Имена Куар и Хориан поразительно напоминают Кия Харива. Это доказывает, что славянская энтимология здесь не работает, и мы имеем дело с местной версией очень древнего бродячего сюжета. И вот теперь в этом многонациональном окружении иранское или еврейско-хазарское происхождение имени Харив уже не кажется странным. Основатели Киева, скорее всего, имели неславянские имена. И тут я добираюсь до кульминации, до фразы, которая все объясняет. Когда Аскольд и Дир спрашивают у киевлян, чей город, те отвечают, что платят дань. Кому? В разных списках летописи текст отличается. Платят дань, род их, то есть потомки Кия, или, как стоит в древнейших списках, платяча дань, казарам, хазарам. И знаете, что самое удивительное? Для средневекового человека это было нормой. Иноземные правители в ранних государствах – это скорее закономерность, чем исключение. В условиях постоянных межплеменных войн пригласить правителя со стороны было мудрым решением. Он нейтральный третейский судья, который стоит над кланами, обеспечивает закон и защищает союз от распада. Его происхождение не важно. Важна его функция. И эта идея идеально завершает замысел летописца. После того, как мы расшифровали легенду об основании Киева, повесть временных лет подбрасывает мне новую, еще более странную загадку. Летописец рассказывает, что после смерти братьев-основателей полян подчинили себе хазары. Когда хазары потребовали дань, поляне, посовещавшись, дали им от дыма, от каждого дома, по мечу. Это самая странная дань, о которой я когда-либо читал. И реакция хазар еще более загадочна. Их старейшины говорят Кагану: «Это плохая дань, князь. Мы добываем свое саблями, оружием с одним лезвием, а их оружие обоюдоострое, меч. Они еще будут брать дань и с нас, и с других земель». И летописец от себя добавляет: «Так и случилось». Веками я, как и многие, читал этот рассказ буквально. Казалось, все просто. Превосходство обоюдоострого меча над однолезвенной саблей. Символ будущего военного доминирования Руси. Но когда я начал проверять факты, эта стройная теория рассыпалась в прах. Во-первых, историки оружия говорят, что сабля, особенно в конном бою, ничуть не уступала и часто превосходила меч. Во-вторых, сами хазары прекрасно знали и использовали мечи. В хазарских документах есть рассказы о том, как их герои побеждали врагов именно мечом. И в-третьих, самое главное, в других частях той же самой летописи прямо говорится, что дань хазарам платили не мечами, а пушниной, побелке и вивериице. Это серебряными монетами по щелягу. Так что же это, если это не исторический факт? Значит, это метафора. Некоторые историки считали, что это просто красивая аллегория о будущей судьбе Руси. Другие, как Борис Рыбаков, видели в этом символический вызов. Дерзкое не мир, но меч, которым поляне заявили о своей независимости. Но и эта версия не работает. Ведь всего несколько страниц спустя в разговоре со Аскольдом и Диром те же самые поляне произносят: «И мы сидим здесь, платя дань хазарам». Какой же это вызов? Если дань они все равно платили, загадка только усугубляется. Ответ, как теперь я понимаю, нужно искать не в оружии, не в политике. Его нужно искать в Библии, в том смысловом поле, в котором жил и творил летописец. Я открываю послание к римлянам, апостола Павла, и читаю: «Ибо нет власти, не от Бога. Начальник есть Божий слуга. Он не напрасно носит меч». И дальше: «Для сего вы подати платите». Понимаете? Меч – это символ власти, данный от Бога. А подать, дань – это знак повиновения этой власти. Поляне, отдавая дань мечами, поступают как истинно верующие. Они признают власть хазарского кагана, но одновременно заявляют, что и они сами будущие носители власти от Бога, будущие Божии служители. Но настоящий код спрятан в лезвиях. Почему летописец так настойчиво подчеркивает: сабля единую стороною, остра, а меч обоюдоостро? Потому что обоюдоострый меч в христианской традиции – это символ Слова Божьего, которое включает в себя и Ветхий, и Новый Завет. А едино-однолезвенное оружие, сабля, в этой системе символизирует иудаизм хазар, который признает только Ветхий Завет. Хазарские старцы, по Божьему повелению, сами признают превосходство двух лезвий, христианство над одним лезвием, их собственной веры. И чтобы ни у кого не осталось сомнений, летописец завершает эту легенду прямой библейской параллелью. Как Моисей был сначала в рабстве у египтян,
потом погубил их и вывел свой народ, так и Иси, так и эти. Сначала владели ими, потом сами будут под их властью. Легенда о хазарской Дане – это не рассказы о оружии, это богословский трактат. Это пророчество о том, что народ, обладающий полнотой веры, обоюдоострым мечом Слова Божьего, в конечном итоге и получит земную власть. Я пролистываю летопись и натыкаюсь на короткое сообщение. Варяги Аскольд и Дир появляются в Киеве. По легенде, это спутники Рюрика, варяги, которые по пути в Константинополь увидели Киев и остались в Град-7. И многие варяги совокупились и начали владеть польской землей. Так Киев получил новых правителей. Но эта запись вставка. Имена Аскольда и Дира в греческой хронике не упоминаются, и их внес сам летописец. Это первый знак. История строится на редактуре. Кем были эти Аскольд и Дир? В летописи приводится уже их поход на Константинополь в лето 6374, в 14-е лето Михаила Цесаря. Поход оказался неудачным. Император и патриарх Фотия молили Ризу. Поднялась буря, русские корабли разбились вдребезги у берега, уцелевшие бежали с поля боя. Этот рассказ не русская оригинальная легенда, а пересказ из болгарского перевода греческой хроники Георгия Амартола. Причем даты высчитаны искусственно, исходя из комбинации дат и отрывочных сведений о правлении Михаила III. Летописец не заметил, что использовал болгарскую эру от сотворения мира и привязал события к нужным годам на свой вкус. Некоторые поздние историки пытались объявить Аскольда и Дира потомками Кия, прямыми представителями легендарной династии Киевичей. Но это позднейшая польская реконструкция Яна Длугаша, связанная с политическими амбициями Польши. Кий изображался как польский князь, а киевские поляне – как поляки. По сути, это было политическое захватительство памяти. Но на самом деле ни одна серьезная летопись не называет Аскольда и Дира ни потомками Кия, ни славянами. Само их появление будто случайно. Просто варяги, пришедшие по пути на юг. Более вероятно, перед нами первая фигура настоящей скандинавской экспансии. Именно варяги становятся хозяевами в польской земле. После того, как мы разобрались с тайнами основания Киева и хазарской данью, на сцену выходят новые герои – варяги Олег и малолетний Игорь, сын Рюрик. Летопись рассказывает, как Олег, двигаясь с севера из Новгорода, хитростью выманивает и убивает киевских правителей Аскольда и Дира. Он входит в город, берет на руки Игоря и произносит фразу, которую каждый знает со школ. «Да будет эта мать городам русским». Обычно этот момент подается как чисто политический акт – объединение севера и юга, основание единого государства Киевская Русь. А фраза Олега – простое объявление Киева столицей, метрополией. Так считал и великий Дмитрий Лихачев. Но я, уже наученный опытом, чувствую, что здесь, как и в других легендах, скрыт второй и куда более глубокий смысл. Я начинаю искать, где еще в древних текстах встречается этот оборот – мать городов. И находки меня ошеломляют. Священное Писание, послание к Галатам, апостола Павла, Вышний Иерусалим, мать всем нам, древнерусские апокрифы, глубинная книга, где на вопрос, который город городам маты, следует ответ – Русалим город, Иерусалимская беседа VII века, где Иерусалим прямо называется матерью всех городов. Слишком много совпадений. Самый сильный аргумент я нахожу в житии Василия Нового тексте, который летописец определенно знал и использовал. Там мать городов упоминается дважды, и оба раза как имя небесного Нового Иерусалима. Град Новый, Град Христианский, Град Вышний, Матыград, Сионград, Новый Иерусалим, все имя Граду. Картина складывается. Олег в устах летописца не просто переносит столицу, он совершает сакральный акт. Он провозглашает Киев не просто столицей Руси, он провозглашает его новым Иерусалимом, тем самым центром православного, богоспасаемого мира. Эта идея настолько сильна, что даже противоречит нашим привычным представлениям. Мы привыкли думать, что концепция Третьего Рима родилась в Москве после падения Константинополя. Но я вижу доказательства. Идея о том, что именно на Руси находится Новый Иерусалим, жила задолго до этого, и родилась она именно здесь, в Киеве. Вся логика летописца, все эти легенды, которые я разбираю, об апостоле Андрея, о хазарской Дане и теперь об Олеге, это не разрозненные рассказы. Это главы единого повествования, доказывающего одну, главную мысль – богоизбранность русской земли и ее новой столицы. Фраза Олега – это не финал,
а кульминация той части, где закладывается фундамент. И как я увижу дальше, эта идея будет пронизывать и все последующие предания о нем. Теперь, когда мы знаем, что Киев – это Новый Иерусалим, на сцене появляется тот, кто привел эту идею в исполнение – Олег. Но и здесь летопись приготовила мне сюрприз. Изначально, в самых ранних текстах, Олег не великий князь, а всего лишь воевода при малолетнем Игоре. Его статус князя – это позднейшая вставка, которую летописец сделал, когда нашел договора с греками, где Олег уже фигурировал как самостоятельный правитель. История снова редактируется на наших глазах. И вот этот новый князь совершает немыслимое. Под 907 годом летопись описывает его грандиозный поход на Константинополь. Я читаю перечень племен, которые он собрал. Варяги, словени, чуть, кривичи, меря, древляне, поляне, северяне, хорваты. Это не просто войско. Это целый мир, движущийся на столицу империи. Летописец не жалеет красок, описывая жесткость Руси, а немного убийства, сотворивших греков. Жгли церкви, пытали и топили пленных. А дальше начинается чистый фольклор. Легенда в легенде. Греки запираются в городе. И тогда Олег приказывает сделать невероятное – поставить корабли на колеса. И когда попутный ветер надул паруса, эта жуткая флотилия покатилась по суше, прямо к стенам города. Увидев это, греки пришли в ужас и запросили мира. «Не погубляй града! Имеемся подань, яко же хочеще!» Греки выносят ему еду и вино, но Олег не принимает их, зная, что угощение отравлено. Перепуганные греки шепчут: «Не сси, Олег, но святой Дмитрий послан не от Бога. Олег требует дань, по 12 гривен на каждого воина». Греки соглашаются. В знак победы, а как мы увидим позже, не только победы, Олег вешает свой щит на ворота Царьграда. История кажется законченной, но тут летописец вставляет еще одну странную деталь. Олег приказывает сшить для своего войска новые паруса, для своей дружины. Руси из паволоки, дорогих узорчатых тканей, а для славян из крапины, тоже шелк. Но когда корабли вышли в море, ветер разорвал шелковые паруса славян. И те сказали: «Возьмем свои старые из трубчатого полотна». Не даны нам шелковые паруса. Зачем этот эпизод? Насмешка над славянами, знак их более низкого статуса. Ни одного из этих объяснений меня не устраивало. Я понял, что все эти детали – корабли на колесах, отравленное вино, щит на воротах, рваные паруса – это не просто байки. Это часть единого шифра. И чтобы его взломать, мне снова пришлось обратиться к Библии. Я открываю книгу пророка Иезекииля, и у меня по спине бегут мурашки. Пророк, обличая гордыню и богатство города Тира, описывает его роскошь. И что я вижу? Узорчатые полотна из Египта, которые тиряне используют для парусов. И воины, которые в знак защиты города вешают его на стены свои щиты. Я вспоминаю, как Олег повесил свой щит на ворота Царьграда. Долгое время считалось, что это просто знак победы. Но в библейском контексте это приобретает иной смысл. Олег не просто победил город, он взял его под свою защиту. И это идеально совпадает с тем, что вскоре после этих событий в византийской армии появляются отряды русов. Но зачем летописцу понадобилось отождествлять поход Олега с пророчеством о Тире? Я читаю дальше, и все становится на свои места. У Иезекииля есть еще одно пророчество о нашествии на богоизбранный народ полчища Гога из земли Магог, князя Роша. «И поднимаешь, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю». И летописец почти дословно повторяет это, описывая флот Руси. «Без числа корабль, покрылись суть моря корабли». Летописец прямо уподобляет Русь апокалиптическим народам Гога и Магога, которые по Библии придут в конце времен, чтобы наказать грешников. Русь в его глазах – это орудие Божьего гнева, бич, посланный на павшую в грехи Византии. Но вот что самое парадоксальное. В Библии нашествие Гога и Магога – это не только конец старого мира, но и начало нового. Сразу после их разгрома начинается восстановление храма и возрождение царства. Летописец использует ту же логику. Поход Олега – это эсхатологический акт, который обнуляет историю и открывает новую эру. И именно в этой новой эре Русь из карающего меча превращается в защитника христианского мира. И я нахожу этому прямое подтверждение. Корабли на колесах. Откуда эта деталь? Оказывается, было древнее пророчество, что Константинополь падет, когда вражеский флот переплывет сушу.
Но в том же пророчестве говорилось, что после падения города придет род русых и освободит его. Летописец знал это. И договор Олега с греками начинается со слов «Мы от рода русского». Все сходится. Олег – это и есть тот самый род русых, который исполняет пророчество. И именно поэтому, говорит летопись, его и прозвали вещим. Не потому, что он колдун, а потому, что он орудие божественного промысла. Но история Олега не была бы полной без легенды о его смерти. Все мы знаем ее по песне о вещем Олеге. Пушкин. Волхвы предсказывают ему смерть от любимого коня. Олег приказывает увести коня и вспоминает о нем лишь через много лет. Узнав, что конь давно мертв, он смеется над лживыми волхвами и едет посмотреть на кости. Он наступает ногой на череп, и оттуда выползает змея, которая смертельно жалит его в ногу. Эта история почти дословный пересказ скандинавской саги об Арваре и Оде. Но и здесь летописец вкладывает свой христианский смысл. Олег, прозванный вещим, за исполнение Божьих пророчеств не смог разгадать простое языческое предсказание. Он посчитал себя умнее судьбы, проявил гордыню и поплатился за это. Летописец как бы говорит, истинное пророчество только от Бога, а человеческая мудрость – ничто. И даже место его погребения окутано тайной. Одни летописи говорят, что его могила на горе Щековице в Киеве, другие, что в Ладоге, а третьи, что он и вовсе сгинул за морем. Вся жизнь Олега, как ее описывает летописец, это грандиозная мистическая драма. Он и язычник-викинг, и орудие христианского бога, он и разрушитель Византии, и ее защитник. Он и вещий пророк, и гордец, ослепленный собственной славой. Его история – это не биография, а притча о рождении новой империи и о том, какими сложными и парадоксальными путями движется история под взглядом вечности. После мистической и полной символов истории Олега я добираюсь до его преемника Игоря. Он первый законный исторический князь из династии Рюриковичей. Но рассказ о нем в летописи на удивление лаконичен. Первым делом после смерти Олега ему приходится заново усмирять древлян и заключать мир с новыми кочевниками на границе – печенегами. А дальше, под 941 годом, летописец описывает большой поход Игоря на Царьград. И я читаю и не верю своим глазам. Описание жесткости воинов Игоря почти дословно повторяет то, что я уже читал о походе Олега. Пытки, сожжение церквей, убийства. Это тот же самый текст, та же калька. Становится очевидно, именно этот, более ранний и реальный рассказ послужил основой для приукрашенной легенды о походе Олега. Более того, тот же самый текст летописец использует спустя 300 лет для описания монгольского нашествия на Рязань в 1237 году. Я понимаю, что для древнерусского книжника это не было плагиатом. Это был способ показать, что все эти события, и поход Игоря, и нашествие татар, имеют одну и ту же природу. Это кара Господня за грехи. Сам летописец, описывая нашествие, цитирует Библию, говоря, что нет ни мудрости, ни мужества против воли Господа. Но в походе Игоря, в отличие от Олега, чудо не случилось. Греки использовали свое секретное оружие – греческий огонь, и сожгли флот Руси. Летописец пишет, что русы, видя пламя, бросались в воду и в ужасе возвращались домой. Это поражение подтверждает и византийский император Иоанн Семисхий. В разговоре со Святославом, сыном Игоря, он напомнит ему о жалкой судьбе его отца, который из похода на 10 тысяч судов вернулся едва с десятком лодок. История Игоря – это история провала, а не триумфа. И финал жизни Игоря – это квинтэссенция всей его истории. Летопись рассказывает знаменитую легенду. Его дружина говорит им: «Воины нашего воеводы Свинельда богаты, а мы голые. Пойдем, князь, заданию еще раз». И Игорь, поддавшись жадности, нарушает договор и идет к древлянам за повторной данью. Он берет дань, отпускает большую часть дружины и с малым отрядом возвращается, говоря: «Похожу еще». Древляне, узнав об этом, говорят своему князю Малу: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот. Если не убьем его, то всех нас погубит». Они выходят из своего города, из Коростеня, и убивают Игоря и его малую дружину. Греческий историк Лев Диакон добавляет жуткую деталь. Древляне привязали Игоря к 2 склоненным деревьям и разорвали его надвое. Летописец же просто заключает: «И погребен был Игорь, и есть могила его у города из Коростеня в земле древлян, и до сего дня». История Игоря – это полная противоположность истории Олега. Если Олег – это притча о промысле,
о сакральной миссии, то Игорь – это трагедия о человеческой жадности. Он законный князь, но он нарушает закон, нарушает договор. И за это его настигает жесткая, но с точки зрения летописца абсолютно справедливая расплата. Это урок всем будущим правителям. Я перехожу к одной из самых ярких и жестоких историй нашей летописи. После смерти Игоря на сцену выходит его жена, княгиня Ольга. И первое, с чего начинается ее правление, это месть. Месть древлянам за убийство мужа. Эти предания, как считают почти все исследователи, имеют фольклорное, сказочное происхождение. И это действительно похоже на мрачную сказку. Древляне, убив Игоря, отправляют к Ольге послов с дерзким предложением – выйти замуж за их князя Мало. Первая месть. Ольга притворно соглашается и говорит послам, что кажет им невиданную честь. Наутро киевляне понесут их к ней прямо в ладье. Обрадованные послы ложатся спать в своей ладье. А наутро Ольга приказывает выкопать на своем дворе глубокую яму и сбросить туда ладью вместе с послами. Их засыпали их живьем, холодно заключает летописец. Но этого мало. Вторая месть. Ольга отправляет к древлянам гонца с требованием прислать лучших мужей для нового сватовства. Когда те приезжают, она приказывает истопить для них баню. Древляне входят мыться. Ольга запирает баню и приказывает поджечь ее. И сгорели там все. Снова бесстрастно добавляет летописец. Третья месть. Ольга сама едет в древлянскую землю, говоря, что хочет справить тризну, поминальный пир, на могиле мужа. Древляне, ничего не подозревая, собираются на пир. Ольга приказывает своим отрокам поить их. Когда древляне напились, до пьяна она подает знак своей дружине. Начинается резня. Летопись говорит о 5000 убитых. Четвертая месть. Ольга с войском осаждает столицу древлян, город Искоростень, но взять его не может. Тогда она идет на хитрость. Она говорит горожанам, что больше не хочет мстить, а просит лишь малую дань. По 3 голубя и по 3 воробья от каждого двора. Обрадованные древляне быстро собирают ей птиц. И вот наступает ночь. Ольга приказывает своим воинам привязать к каждой птице тлеющий труд с серой. Когда воины отпускают птиц, те летят обратно в город, в свои гнезда под соломенными крышами. В один миг сотни домов вспыхивают одновременно. Город охвачен огнем. Люди в панике выбегают из ворот и попадают прямо в руки дружины Ольги. Эта история о сожжении города с помощью птиц тоже бродячий сюжет. Очень похожую легенду рассказывают о викинге Хараде Суровом, который также взял город на Сицилии. Историки до сих пор спорят, кто у кого позаимствовал сюжет. Но для меня важнее другое. Вся эта четверная, ритуальная, сказочная месть – это не просто рассказ о жестокости. Это притча о мудрости правителя. Ольга, в отличие от древлян, говорит на языке символов и загадок. Они не смогли их разгадать и поплатились за это жизнью. Утвердив свою власть огнем и мечом, Ольга совершает шаг, который навсегда изменит историю Руси. Она отправляется в Константинополь, чтобы принять крещение. Летопись рассказывает нам красивую, почти анекдотическую историю. Ольга прибывает к византийскому императору. Потрясенный ее красотой и умом, он тут же предлагает ей стать его женой. Но Ольга хитра. Она отвечает императору, что не может выйти за него, так как она язычница. И предлагает: «Если хочешь меня крестить, то крести меня сам, иначе не крещусь». Император с радостью соглашается. Вместе с патриархом он крестит Ольгу, которая получает в крещении имя Елена, в честь матери первого христианского императора Константина Великого. И вот, после крещения император снова предлагает Ольге стать его женой, на что она с усмешкой отвечает: «Как же ты хочешь взять меня в жены, когда сам крестил меня и назвал своей дочерью? А у христиан так не положено. Ты и сам это знаешь». И император, согласно летописи, вынужден признать: «Перехитрила ты меня, Ольга». Он отпускает ее с богатыми дарами, а она возвращается в Киев. Красивая история, но когда я обратился к византийским источникам, картина оказалась совершенно иной. Сам император, Константин Багрянародный, подробно описал прием Ольги в своем трактате о церемониях. Это сухой протокол, когда вошла, где села, кто сколько подарков получил, но там нет ни слова о крещении, ни слова о предложении руки и сердца. Более того, в свите Ольги уже упоминает священника Григория. Это означает, что, скорее всего, Ольга приехала в Константинополь уже крещенной. Так зачем же летописцу понадобилось выдумывать эту легенду о хитроумной княгине? Я продолжаю искать, и ту самую летопись дает мне подсказку. Сразу после рассказа об Ольге летописец пишет: это было так же, как при Соломоне, когда приходила царица Эфиопская. Прямая отсылка к библейской истории о царице Савской, которая приехала в Иерусалим, чтобы
испытать мудрость царя Соломона загадками. Но летописец не просто сравнивает их. Он переворачивает библейский сюжет с ног на голову. В Библии мудрый Соломон разгадывает все загадки, и пораженная царица признает его превосходство. А в нашей летописи все наоборот. Немудрый император не может разгадать загадку Ольги и оказывается в дураках, а она, как победитель, получает дары. Это карнавал, триумф новой, варварской мудрости над старой имперской. И Евангелие придает этому перевернутому сюжету еще более глубокий, эсхатологический смысл. Христос говорит: «Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила послушать мудрости Соломонова». И вот здесь больше Соломона. Летописец отождествляет Ольгу с царицей Савской, Южной, превращает ее в фигуру страшного суда. Она – новая христианка из дикой северной страны. Судит старый, погрязший в интригах христианский мир. С момента ее крещения Русь перенимает у Византии пальму первенства. Даже в своем завещании Ольга проявляет эту новую мудрость. Она просит похоронить ее без языческого кургана с землей равной. Это знак полного разрыва со старой верой. Хотя ее останки позже были перенесены в Десятинную церковь как мощи святой, этот первый жест был невероятно важен. История Ольги – это не просто биография, это история о рождении нового христианского мира, где центр смещается с юга на север. После Ольги на историческую сцену выходит ее сын, князь Святослав. И это уже не полумифический персонаж. Это вполне реальный человек, который даже описывали очевидцы. Византийский историк Лев Диакон оставил нам его словесный портрет. Среднего роста, с густыми усами, но без бороды, с абсолютно бритой головой, на которой оставлен лишь один клок волос, признак знатности рода. В ухе золотая серьга с 2 жемчужинами, взгляд угрюмый и дикий. Впрочем, историки отмечают, что этот портрет подозрительно напоминает описание вождя Гуана Фатилы. Возможно, византиец просто использовал знакомый образ, чтобы описать нового, непонятного и пугающего варварского вождя. Этот князь-воин был полной противоположностью своей матери. На все уговоры Ольги принять христианство он отвечал насмешкой: «Кой я один приму иной закон. Дружина моя этому смеяться начнет». В свою жизнь он провел в походах. Он сокрушил хазарский каганат, воевал в Болгарии, дошел до Каспия. Летописец даже вкладывает в уста киевлян упрек: «Ты, князь, чужой земли ищешь и ее бережешь, а свою забросил». И вот в его походах я нахожу главную загадку. Захватив болгарские города на Дунае, Святослав вдруг заявляет: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславе, на Дунае, ибо там середина земли моей. Туда сходятся все блага». Эта фраза взрывает мозг. Как болгарский город на Дунае может быть серединой его земли, если сама Русь находится в сотнях километрах к северу? Это кажется абсурдом, но только на первый взгляд. Я начинаю искать, что значит середина земли в древнерусской культуре, и ответ я нахожу в апокрифах. В глубинной книге прямо говорится, что середина земли – это Иерусалим. На всех средневековых картах Иерусалим располагался в самом центре мира. А теперь вспомним, что Олег объявил Киев матерью городов, то есть Новым Иерусалимом. Святослав же хочет перенести этот сакральный центр на Дунай. Почему? Потому что в X веке именно Болгария, а не Византия, на время стала центром православного мира. Болгарские цари Симеон и Петр добились от Византии независимости своей церкви, ввели богослужение на славянском языке. А их столица, Великий Переяслав, который летописец называет Переяславцем, считался новым Римом и новым Царьградом. Святослав, захватывая эту новую середину мира, заявляет свои права не просто на город, он заявляет права на лидерство во всем православном мире. Но как же так? Ведь Святослав ярый язычник. Зачем ему христианский сакральный центр? И тут летописец дает нам самый главный ключ, проводя невероятную параллель. Я открываю книгу пророка Исаии и читаю о персидском царе Кире. Кир был язычником, но именно его Бог избрал своим пастырем, чтобы тот, сам того не зная, исполнил его волю и восстановил Иерусалим. Святослав в глазах летописца – это новый Кир, язычник, который служит орудием божественного промысла. Он думает, что ищет славы и богатства, но на самом деле он исполняет предначертание. И аналогия с Киром оказывается еще глубже и страшнее. Она предсказывает и трагический конец нашего героя. Святослав, захвативший середину земли на Дунае, в конце концов терпит поражение от византийцев. Он вынужден отступить к Днепровским порогам. И здесь его настигает страшная смерть. Печенежский хан Куря убивает его в бою, отрубает ему голову и делает из его черепа чашу для питья.
Он оковал лоб князя золотом и пил из него на пирах. Эта жуткая деталь известна каждому, кто читал учебник истории. Но и здесь, как я уже привык, история оказывается не просто фактом, а эхом древних легенд. Помните, я говорил о персидском царе Кире, с которым летописец сравнивал Святослава? Так вот, Кир тоже погиб в бою с кочевниками-массагетами. И их царица Тамирис приказала найти труп Кира, отрубить ему голову и бросить ее в мех, наполненный кровью, чтобы он напился крови, которая так жаждал. Параллель очевидна. Великий завоеватель гибнет от рук варвара, и его голова становится символом его ненасытности. Более того, сама легенда о чаше из черепа – это классический бродячий сюжет. Точно такую же историю рассказывают византийские хроники о болгарском хане Круме, который сделал чашу из черепа императора Никифора. А китайские хроники рассказывают о вожде Сюну, который сделал чашу из черепа врага. Летописец, скорее всего, использовал этот известный литературный штамп, чтобы подчеркнуть трагизм и назидательность судьбы Святослава. Летописец даже срок правления Святослава подгоняет под библейский образец. Он пишет: «И всех лет княжения Святослава лет 28». А Геродот о Кире пишет: «Царствовал же он полных 29 лет». Почти полное совпадение. Все эти детали не случайность. Они нужны летописцу, чтобы донести главную мысль. Даже величайший воин, если он идет против воли Бога и отвергает истинную веру, обречен на гибель. Святослав отверг крещение, о котором просила его мать, святая Ольга. Он заявил: «Не любо мне сидеть в Киеве», и ушел в чужую землю в Переяславец. И этим он подписал себе приговор. Библия говорит: если захотите и послушать, то будет вкушать блага земли. Если же отречетесь, то меч пожрет вас. Святослав отрекся от своей земли ради чужой, и меч действительно пожрал его. Его история – это предупреждение всем, кто ищет славы на чужбине, забывая о своем доме. Но есть в этой истории скрытый, глубокий смысл, который связывает ее с предыдущими легендами. Иерусалим, Константинополь, Переяславец, Киев – это цепочка сакральных столиц мира. Святослав попытался перехватить эстафету у Константинополя и перенести центр мира в Болгарию, в Переяславец. У него не вышло, но сама эта попытка подготовила почву для того, чтобы этот статус в итоге перешел к Киеву при его сыне Владимире. Но это уже совсем другая история. После гибели Святослава на Руси начинается первая кровавая междоусобица. Его сыновья Ярополк в Киеве, Олег в земле древлян и Владимир в Новгороде вступают в борьбу за власть. В этой братоубийственной войне гибнут и Олег, и Ярополк. Единоличным правителем Руси становится Владимир, но с самого начала его фигура окутана тайной. И первая загадка – его происхождение. Летопись рассказывает историю его святоства гордой полоцкой княжне Рогнеде. И она наносит ему страшное оскорбление, заявляя, что не хочет выходить замуж за Робичича. Это слово принято переводить как «сын рабыни». И летопись, казалось бы, подтверждает это. Мать Владимира Малуша была ключницей у княгини Ольги. История дочери простого горожанина, попавшей в рабство. Все кажется логичным. Но я уже знаю, что в летописи нельзя ничего понимать буквально. Я начинаю искать, где еще встречается слово «робичич». И нахожу его в слове о законе и благодати митрополита Илариона. И там оно имеет совершенно другое значение. Сын рабыни – это язычники, живущие под гнетом старого рабского закона. А сыны свободной – это христиане, принявшие благодать. Это библейская аллегория, отсылка к сыновьям Авраама. И все становится на свои места. Рогнеда в устах летописца-монаха отказывает Владимиру не потому, что он сын рабыни, а потому, что он язычник. Она не хочет выходить за нехристиан. И ее желанный жених Ярополк, как считают многие историки, скорее всего уже был христианином, или по крайней мере склонился к христианству. Это была не социальная, а религиозная драма. Точно такую же историю мы находим в польской хронике о короле Мешко и его невесте-христианке Дубравке. Но загадка на этом не заканчивается. Летописец приводит нам два разных списка сыновей Владимира, в обоих их 12. Сакральное число, 12 колен Израилевых, 12 апостолов. И это снова сигнал, код. Первый список, самый подробный, перечисляет сыновей от разных жен. И я понимаю, что это прямая аналогия с 12 сыновьями библейского патриарха Иакова, рожденными от его жен и их служанок. Летописец не просто перечисляет имена, он выстраивает сложную систему символических характеристик. И эта система нужна ему, чтобы дать скрытую характеристику главным героиням будущей драмы. Например, Борис и Глеб. В списке они оказываются на месте любимых младших сыновей Иакова, Иосифа и Вениамина.
Летописец прямо говорит, что Владимир любил Бориса больше всех. А в другом тексте сам Борис сравнивает себя с Иосифом, ожидающим встречи с младшим братом. Это не биография. Это заранее написанный сценарий будущей трагедии и будущей святости. Так кто же такой Владимир в начале своего пути? Летопись рисует нам сложный противоречивый портрет. Он робичич, язычник, он развратник, одержимый похотью женской, но одновременно он новый Иаков. Патриарх, отец 12 сыновей, родоначальник нового богоизбранного народа. Летописец как бы говорит нам, да, он был грешником, но именно такого человека, полного дикой необузданной силы, и избрал Бог для величайшего деяния в истории Руси. Главное деяние Владимира – крещение Руси. Традиционная дата – 988 год. Но точные обстоятельства и время до сих пор вызывают споры. Летопись предлагает нам несколько версий. Испытание вер, когда Владимир отвергает иудаизм и ислам, знаменитую корсунскую легенду о его крещении в Крыму. Но несомненно одно – в конце X века Русь стала христианской, и это изменило все. С этого момента все начинает формироваться само понятие «русская земля». Мы привыкли думать, что это было название древнего государства. Но если бы мы спросили жителя Киева или Новгорода того времени, в каком государстве он живет, он бы просто нас не понял. Само слово «государство» появится только в 15 веке. Для древнерусского человека русская земля была не политической картой, а чем-то совершенно иным. Анализ летописей показывает удивительную вещь. Была русская земля в узком смысле. Это всего лишь Киев, Чернигов и Переяслав. Небольшая территория в Среднем Поднепровье. Ни Новгород, ни Калич, ни Владимир Волынинский в нее не входили. Это было сердце, ядро, но не вся страна. Но было и широкое понимание. И вот здесь кроется главный секрет. Летописец говорит, славянский язык и русский одно есть. И под языком он имеет в виду не просто речь, а церковно-славянский язык. Тот самый, на котором Кирилл и Мефодий перевели Писание. Русская земля в широком смысле – это не территория одного этноса. Это территория одной веры и одного богослужебного языка. Это все земли, где службы в храмах ведется по-славянски. И это полностью меняет смысл всех предыдущих легенд. Помните Олега, который называл Киев матерью городов русских? Помните Святослава, который хотел перенести столицу в Переяславец, потому что там середина земли? Теперь понятно. Они говорили не о переносе административного центра, они говорили о переносе сакрального центра, о перемещении Нового Иерусалима. Сначала Иерусалим, потом Константинополь, потом Болгарский Преслав и, наконец, Киев. Владимир завершил этот грандиозный замысел. Он не просто крестил людей, он создал новую реальность. Русская земля стала для наших предков не государством, а Святой Русью, пространством, спасением, ковчегом, плывущим к Богу. И эта идея, родившаяся в летописных кельях, на столетия вперед определила судьбу и самосознание нашего народа.